Центральные СМИ сообщают чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин начал расследование уголовного дела, связанного с наследством известного актера Александра Ширвинта. Не прошло и года, как Александр Анатольевич ушел из жизни, а вокруг наследства известного артиста поднялись нешуточные страсти, которые привели к трагическим последствиям. Несколько дней назад было вскрыто завещание Александра Ширвинта, которое в буквальном смысле шокировало всех членов его семьи. Стало известно, что в последний момент Александр Анатольевич изменил завещание и 40% своих финансовых средств попросил направить на строительство детской больницы и финансовой помощи Московскому академическому театру сатиры, где Александр Ширвинт прослужил более 50 лет. Помимо этого, при заполнении завещания Александр Ширвинт допустил ошибку. Он неправильно указал год рождения и инициалы одного из своих внуков, что привело еще к большей трагедии. Внук Александра Ширвинта Михаил, чьи данные в завещании были указаны неправильно, подал иск в суд, однако его заявление было отклонено, и внук Александра Ширвинта остался без своей доли наследства, что и привело к печальным событиям. Александр Анатольевич Ширвинт не только известный артист, но и бывший сотрудник антикоррупционного комитета, человек кристальной честности и старой советской закалки. Он не скопил многомиллионного состояния и оставил своим внукам в наследство 2 квартиры в городе Москве, загородный дом в Подмосковье и депозитный счет на 100 миллионов рублей, что для артиста подобного уровня не является несметным богатством. Однако в связи с ошибкой при заполнении завещания один из 2 внуков Александра Ширвинта, Михаил, остался без своей доли наследства и решил восстановить справедливость криминальным способом. Вчера вечером около подъезда собственного дома было обнаружено тело второго внука Александра Ширвинта, Александра-младшего, с огнестрельным ранением. Как стало известно, внук Михаил Александра Ширвинта заказал из-за наследства своего родственника криминальным структурам, которые и разделали с молодым человеком за вознаграждение в 5 миллионов рублей. Внук Александра Ширвинта Михаил считал, что данное преступление останется безнаказанным, однако исполнители преступления назвали заказчика, и внук Александра Ширвинта Михаил был арестован. Отметим, что и третий внук Александра Ширвинта по имени Андрей, который погиб еще год назад в местах лишения свободы, также совершал криминальные поступки. Например, 2 года назад Андрей Ширвинт совершил нападение на своего деда, в результате чего оказался в местах лишения свободы. Внук Александра Ширвинта Михаил, который совершил преступление, был арестован. Начинается уголовное расследование. Вечная память Александру Ширвинту, бессменному члену комитета и прекрасному артисту. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.